Ребята, если вы хотите найти пальмы рядом с водой, рядом с океаном, то вам сюда. Это пляж Троа Бичес. Находится буквально недалеко от севера, то есть мы ехали от нашего пляжа, где мы живем, Пара-Бэй, сюда, наверное, минут 30 на автобусе. На такси это будет, наверное, минут 15. Чем он уникален? Уникален он тем, что пальма действительно находится непосредственно у воды. Соответственно, если вы приехали за крутыми фотками, то вам реально сюда. Мы этот пляж искали, мы его нашли, мы дико рады. Единственный нюанс этого места, имейте в виду, несмотря на то, что вроде как на Маврикии все пляжи являются публичными, доступными для любого человека, здесь же находятся дорогие отели и виллы, и охрана очень следит, что если вы находитесь на территории отеля, то вы должны просто иметь в виду, что вас могут попросить уйти. То есть можно находиться только проходя мимо вдоль береговой линии, то есть ближе к отелю уже приватная территория, и вас могут просто попросить покинуть ее. В остальном же здесь просто рай, вода голубая, бирюзовая, уникальная, виды классные, все здорово, приезжайте, не пожалеете. Чем еще этот пляж нам очень нравится, Троа Бичес, тем, что здесь очень много развлечений, на любой вкус для любых возрастов. То есть здесь ребята, местные жители предлагают развлечения, такие как поплавать с черепахами, съездить к дельфинам в океан открытый. Лодки прямо здесь берутся, то есть можно приехать и отсюда прямо плыть уже в океан. Если же хотите сами по себе, то можно взять маску с трубкой и поплавать в снорклинг, то есть посмотреть, что у нас под водой здесь живет. То есть кораллы, рыбки различные. Очень интересно. Смотрите, мы хотим сделать фотку с тенью, а это невозможно, потому что сейчас полдень и солнце ровно над нами. Остров на самом деле очень интересный, здесь очень много локаций, и кажется по карте, что остров очень маленький и компактный. На самом-то деле, если мы говорим про публичный транспорт, то, наверное, в принципе, часа 3 будет занимать дорога от самой северной точки до самой южной. Если же вы берете машину или у вас будет такси, контракт, они тут называются контракт такси, тогда примерно, наверное, за 1,5 часа, за 2 часа можно будет проехать от и до. Завтра же мы решили, что едем в ботанический сад. Это уникальное место, очень рекомендуем, если вы хотите сделать крутые фотки, вас очень вдохновит это место. Называется Памплиус. Ботанический сад с уникальными растениями. Желательно брать гида, потому что если вы не особый ботаник, вы хорошо не разберетесь, чем отличается одно дерево от другого. Поэтому очень рекомендую, чтобы она вам могла или он рассказать, чем каждое дерево уникально, как растет, каково цветение и так далее. Поэтому дальше покажем самое главное выжимку, сок этого места. Ребята, мы приехали на юг острова Маврикий. Мы находимся недалеко от самой известной горы Ла-Морне. Здесь мы сделали остановку, это отдельно находящийся остров. Приехали сюда, чтобы сделать барбекю, расслабиться и позагорать. Барбекю нам, накормили нас и сосисками на гриле, и рыбой на гриле, и курицей. Все очень вкусно, здорово. Здесь свежие фрукты, сделали даже целый маркет, организовали. Можно купить разные интересные штуки. Только что мы плавали с дельфинами. Не поверите, сказочное вообще событие, потому что их было очень много. То есть там группа из маленьких дельфинчиков, и даже есть большие дельфины, которые двигаются намного медленнее. Соответственно, можно сделать очень красивые кадры. Мы останавливались возле кораллов для того, чтобы поплавать с трубкой, то есть с маской, снорклинг, так называемый. Очень тоже впечатлил, потому что глубина не очень большая, около метра, может быть, 1,5, и можно было очень легко двигаться прямо по поверхности воды и наблюдать за рыбками, кораллами. Очень-очень красиво. Так что вдохновились, впечатлились и желаем вам того же. Очень интересные у них мини-маркеты. Они расположены на 3 серф-досках, и, соответственно, они могут легко передвигаться, прямо плавая по воде.
Наш последний день на этом замечательном острове Маврикий. Мы решили снять это видео на закате, как, собственно, закат нашего путешествия. Скажу, что мы просто в восторге от этого острова. Наверное, изначально мы хотели просто снять такое видео формата лучшие места на Маврикий, а потом все-таки пошло это просто как видеокадры, чтобы мы сами помнили те впечатления, которые мы здесь получили. Наверное, самое уникальное в этом путешествии – это знакомство с людьми, с местными маврикийцами. В Европе таких людей не встретишь, в Азии, наверное, тоже, потому что здесь царит такой дух такой естественной благодарности тому, что мы здесь находимся, туристы, которых все здесь ждут и любят, потому что все-таки остров в большей части живет за счет туризма. Эти люди, они настолько нас вдохновляют и создают нам настроение, это просто уникально. Даже когда мы первые дни здесь были, и был очень сильный тайфун, что нас даже оставили в отеле, нам даже бесплатно накрывали столы для того, чтобы поднять настроение и создать какой-то такой позитив для нас. Поэтому мы с моим лучшим оператором желаем вам здесь тоже ощутиться и путешествуйте.